Легендарные ведущие. Харизматичный Андрей Бедняков и импозантная Настя Ивлеева решили выяснить, кто же из них круче. В новом, самом драйвовом, самом грандиозном, самом масштабном и самом эпичном сезоне «Орла и решки». Hello. Thank you. Ого. С премиальной картой MasterCard мой уикенд всегда на высшем уровне. Смотри, значит, ведешь программу какое-то время, потом говоришь, что ты ее придумала. Все, схема. Всем привет, с вами снова Орел и Решка. И мы находимся где? В Будапеште! А почему, спросите вы? Андрюша, отвечай. Потому что ты выпил очень много кофе. У тебя такая реакция! Я Ребята, мы счастлива. приехали на очень классный фестиваль, которым знают все. Это фестиваль, который называется S-Siget. И прямо сейчас мы узнаем, кто же пойдет на S-Siget. Я уже там. А кто просто пойдет. Ребята, Орел, Решка! привет, Будапешт. Я уже на фестивале, мои хорошие. Ну что, Андрюш, давай. Ручонки, кулачки оголяй. Нет, Ну что, ну нет, нет, ну нет, ну нет, ну да. Ну так Всё. нечестно, Ивлеева. Держи, ты хорошо взяла его. Нет, У всё. меня Я пошла. рюкзак. А где машинка? Я извиняюсь. Машинка там. Вот, вам туда. Маленькая такая машинка. Губозакаточная, Настя. До Я свидания. ненавижу тебя, Настя. Не до свидания. Он мне не идет. Ну так нечестно. Тебе ничего не идет. Завораживающая история. Тихие уютные улочки и горячая вода круглый год. Что может быть лучше? Только он. Сумасшедший, дерзкий и громкий. Фестиваль «Сигет». И это все Будапешт. В аэропорту Будапешта бюджетного туриста ждет несколько трудностей. Трудность первая. В здешних обменниках грабительский курс. Вообще курс плохой. Ну ничего, поменяю 10 на дорогу. Я думаю, мне хватит, чтобы доехать до центра. Трудность вторая. Венгрия считается недорогой страной, но таксисты постараются содрать с вас втридорога. Hello. Excuse me, how much to the city center? 30,000. Ого. Окей, thank you. Да не, ну это, конечно, дороговато. Что, дорого, Андрюшенька, да? Да, Настенька, дорого. Дороговато, Присаживайтесь, да? давайте я вам дверку давай, открою. давай. Пожалуйста. Ой, да, как Давайте. хорошо, что для меня Счастливо. недорого. Давай, Да. счастливенько, все, пока-пока. Ну что, друзья, не теряем ни минуты, вперед, только вперед. Ой, идет бедный, ковыляет. Трудность третья. Очереди за билетами на автобус. Но я знаю один вариант, как избежать очереди. За мной. В зале прилета есть транспортная стойка. Там тоже можно купить билет на автобус, но там не бывает больших очередей. Кроме того, здесь можно взять не разовый, а суточный билет на все автобусы Будапешта. Билет на целый день в кармане, ребята. Развлекаемся. Так, ну вроде совсем разобрались, поехали в город. Итак, как я уже говорила, цель моего уикенда – фестиваль «Сигет», что в переводе с венгерского «остров».
И проходит он на острове посреди реки Дунай. Добраться туда можно на авто, речном трамвае и даже пешком. Но я решила сменить такси на свой личный катер. Ну, как минимум, дует ветерок. А во-вторых, это красиво. В-третьих, никаких пробок. И можно в подробностях рассмотреть город и его красоты. Ну и плюс, конечно, это еще и... Ну, понты никто не отменял, сами понимаете. Интересно, как там Пятников? Хотя нет, неинтересно. Ивлеева, кому нужны твои переживания? У меня все отлично. Уже добрался до города и даже поменял деньги по нормальному курсу. Привет, Будапешт. Сейчас просто вот так вот. Вот, ладно. Повыделывались и хватит. Сейчас будем тратить. Главное настрой. У меня много денег, я кайфану. Нет, Андрюша, много денег у меня. И я вместе с ними уже добралась до фестиваля. А вот эту фразу я очень давно мечтала сказать, но не было подходящего случая. А сейчас он есть, поэтому, дорогие мои, ворвемся мощнейше. Сигет – это один из самых масштабных музыкальных фестивалей мира. 7 дней круглосуточного веселья и драйва, более 50 сцен и более сотни мировых звезд. Огромный палаточный город и здоровенный парк аттракционов. И еще многое-многое другое. А появился этот фестиваль так. Жила-была одна группка молодых и очень предприимчивых мальчишек, которые решили однажды организовать студенческую вечеринку. И даже не подозревали, каких великих мировых масштабов достигнет этот фестиваль. Что уж говорить, в прошлом году его посетило 565 тысяч человек. Конечно, в такой толпе и к сцене не подобраться. И потеряться можно, либо вообще без ног остаться. Но на фестивале есть функция, которая стоит чуть дороже, чем обычное пребывание здесь. И, конечно же, я ей воспользовалась. Это VIP-лаунж, друзья. Прекрасный, красивый, тусовочный VIP-лаунж. Почему стоит за него заплатить, если у вас есть такая возможность? Ну, во-первых, вы можете абсолютно без очереди, с прекрасным настроением, например, взять бокальчик винца. Мы имеем огромное количество фудкортов, потому что если вы стоите в обычной зоне, то приходится стоять очередь. Сейчас мы видим, что в очереди нет никого, и вы можете выбрать абсолютно любое блюдо, без очереди, с толком, с расстановкой, выпить, как говорится, и закусить. Ну и главное, изюминка – это прекрасная, великолепная кровать. Можно лежать, кайфовать, наслаждаться и слушать музыку. А, кстати, вот и главная сцена. Фестиваль мне не по карману, так что буду наслаждаться самим Будапештом, тем более здесь есть чем. Вот сами полюбуйтесь.
Как видите, город очень красивый, но чтобы рассказать про все его достопримечательности, понадобится не один выпуск. Поэтому на правах опытного путешественника покажу 3 самые главные. Пожалуй, главная особенность Будапешта – это огромное количество термальных купалин. Их здесь очень много, туристы сюда приезжают, купаются, отдыхают. Вот за моей спиной прекрасное здание, это, например, купальня Сечени. Но зайти туда с моим бюджетом невозможно. Но вот поставить у входа бесплатно, пожалуйста. Тем более у меня хорошая фантазия, можно закрыть глаза и представить, что я там внутри. Купальни Сечени – это самый большой банный комплекс Европы. Дело в том, что Будапешт стоит на сотне горячих минеральных источников. Говорят, их воды имеют оздоровительный и омолаживающий эффект. Все, представил, покупался, можем идти дальше. Там прекрасно. Но прямо сейчас и у меня появится фотка, которая есть у каждого туриста, приезжающего в Будапешт. Фотка на фоне парламента. Но чтобы фотография получилась действительно бомбезной, нужно перейти на другую сторону Дуная. Парламент Будапешта – самое большое здание в стране. Во время строительства на него было потрачено, вдумайтесь, 40 миллионов кирпичей и 40 килограммов золота. Ну вот, отсюда, мне кажется, намного лучше. Сейчас и фоточку сделаю. Есть. Все, теперь я настоящий турист. И, наконец, 3-я главная достопримечательность Будапешта – мост Свободы. Вообще он считается одним из самых красивых мостов в Европе. Есть такое поверье, что когда ты проплываешь под этим мостом, тебе нужно обязательно загадать желание. И якобы оно вот сбывается. Прямо сейчас я загадаю, и мы узнаем, правда это или неправда, что желание исполняется. Я загадаю карту на весь сезон. И вы поймете, стоит ли это делать в будущем, или это попросту трата времени. Загадал. Как я уже говорила, Сигет – это не только музыка. Здесь есть просто уйма интересных развлечений. Кроме стандартных волейбола, бассейна и тусовки на пляже, вот, например, прыжок с 5-метровой высоты в надувной батут. Это же просто детские игрища, друзья. Я Настюшка опасность. Батут встречаю, я иду. Это очень страшно. Или вот катапульта высотой 75 метров. Прикольное развлечение, я бы, конечно, сходила, но не пойду, потому что... Да не, я не пойду, я не потому что боюсь, я не боюсь высоты. Смотри. И, наконец, Еще одно потрясающее развлечение для тех, кто любит бесконтрольные эмоции и гору адреналина – колесо обозрения. Крутите барабан. колесо обозрения – это наивысшая точка на острове, с которой можно увидеть весь масштаб фестиваля. У-ля-ля, все, беру свои слова обратно, колесо здесь не просто так. Капец, мне 28 лет, и я только уже в таком позднем возрасте узнала, что такое фестиваль, и как это классно врываться и вот так вот проводить время. Но, с другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Даже в таком глубоком возрасте познать такие радости – это хорошо. Пока ты, старушка, поскрипываешь там на молодежном фестивале, я отправился в место еще древнее, чем ты. Да, есть такие. Старинное подземелье Будапешта.
А вот, посмотрите, это план вот этих лабиринтов. Видите, какие они огромные, они вот по всему городу. Настоящая длина этих запутанных ходов никому не известна. Говорят, что они выходят далеко за пределы Будапешта и тянутся в разные стороны. Возникли эти пещеры около полумиллиона лет назад, еще в доисторический период. Потом были пристанищем для первобытных людей, далее средневековой пыточной, темницей для графа Дракулы, турецким гаремом, тюрьмой для особо опасных преступников, фашистской больницей и даже расстрельными комнатами КГБ. Не, изначально вот я достаточно скептически отнесся к этим лабиринтам. Ну, заходишь, везде лампы, фотографии, туристический разводняк. А вот когда сюда зашел, и уже есть такие темные места, мне уже нравится. Сейчас эти подземелья стали музеем, но говорят, призраки умерших здесь людей толпами слоняются по этим тоннелям и наводят ужас на туристов. Здесь есть такие места, где вообще практически нет освещения. Стремновато. Туда дальше идти стремновато. Давай, ты иди первый. Иди, я за тобой. А вот о чем я подумал сейчас. Ты запомнил дорогу назад? Я, если честно, не очень. Откуда мы вышли? Оттуда, да, мы пришли? Вечер перестает быть томным. Но на самом деле заблудиться в этом подземелье невозможно. Для посетителей открыто только около 1000 метров пещеры проходов, а все остальные ответвления, секретные ходы замурованы. Ну, друзья, на самом деле 15 минут мне хватило. Однообразие и замкнутость пространства, она играет свою роль. Все, уже хочется выйти на свет, пускай там жара, но хочется уже посмотреть на людей. И плюс еще очень болят глаза, ну правда, это вот как по мне, потому что у них здесь очень разное освещение. Вот есть вот такая оранжевая какая-то лампа, там синяя термоядерная, есть какая-то белая моргающая, но реально глаза устают. LJ, ты не переживай, с Настей все хорошо, она тусуется, я за ней присматриваю. Поскольку фестиваль длится 24/7, большинство его посетителей ночуют здесь же, в палаточном лагере. Друзья, ну, конечно, я могла бы остаться ночевать в комфортном, кондиционируемом отеле. Но как прочувствовать культуру фестиваля, если не в палатке? Я просто позволила себе палатку чуть больше, чуть комфортнее, чуть приятнее, чуть мягче и чуть просторнее, чем обычный турист. Мои апартаменты на этот уикенд – палатка на двоих стоимостью 500 евро. У-ля-ля! Вы только посмотрите, друзья! Я в первый раз в жизни в палатке вижу кровать. Реально кровать. Что еще здесь есть? Ну, во-первых, тут достаточно просторно для одного человека. Тут есть 2 зеркала, что для меня просто идеально. Полотенчики, свет. Ну, и несмотря на то, что здесь нет телевизора, душевой кабины или кондиционера, друзья, это фестиваль. Палатка нужна для того, чтобы просто здесь заночевать. Здесь столько развлечений, что проводить время в палатке или тем более в номере отеля – это просто move it on. А еще здесь есть беруши. А почему, спросите вы? Да потому что тут постоянно долбит музло. У-ху! Пойду познакомлюсь с соседями. Пришло время и мне разобраться с жильем. Будапештские отели, естественно, мне не по карману, так что придется поселиться в хостеле. Wow. Is it hostel, right? Yes, in the second floor. Second floor, thank you. Do you have available rooms? No, we are fully booked. You're fully booked. Yes. Wow. We have another hostel, Where? and they just fully booked as well. No, it's today. fully booked. It's because of the festival. It's a festival, it's a Sigurd festival. I see it, yeah. It's crazy this weekend.
Да, конечно. Я не думал, что настолько фестиваль популярная штука здесь. Do you have the room in this hostel? Yes. Can I sleep with you, No. please? Do you have a boyfriend? Yes, I do. Sorry. But he's not here. I'm better than he is. Зря, малышка. Теряешь такого парнишку. Прям стихами заходит. Зря, малышка, теряешь такого парнишку. У него есть подмышка, а еще супер книжка. И там есть Иришка, и Таня, и... Ну ничего, в Будапеште хостелов мерено-немерено. Не могут же они быть все заняты. Сейчас что-нибудь да найдут. Excuse me, do you have available room? 113 euro 40 cents. Wow, 100 euros. I don't think that is expensive. For me, it's very expensive. Come on, Sziget, August, end of weekend. Thank you very much. I didn't know about that. Вау! Чувак говорит, я не думал, что это дорого. 130 евро номер. Я отель себе такой могу снять, ну, как мне кажется. Нифига себе. Что-то у меня настроение уже не очень веселое, ребята. Я уже отвык, что такое отказы, когда тебе говорят, что нет номеров или что называют такие цены. Я отвык от бюджетов таких. Так, ладно, не расстраиваемся. Тоже ничего нету. Да, я предлагаю просто не ходить больше по хостелам. Мне кажется, что это время будет впустую. Если уже нету номеров, то их нету. Если они даже и будут свободные, то цена, мягко скажем, не по моему карману. Ладно, надо немножко расслабиться, ребята, все хорошо. Будем решать проблемы по мере поступления. Сейчас надо немножко успокоиться. Все прекрасно. Спать найду где. Несмотря на то, что Сигет шумит и отрывается 24 часа в сутки, все самое интересное на фестивале происходит именно после заката. Шоу первое. Индийский малакхам. Малакхам – это древний вид спорта, в котором выполняются акробатические упражнения на вертикальном деревянном столбе. Что творят вообще? Шоу второе. Корейский подводный театр. Уникальность этого театра в том, что актеры показывают свои пантомимы вот в таких колбах с водой. Мне кажется, моя жизнь после этого фестиваля никогда не будет прежней, ребят. Такой спектр эмоций за такое короткое время я никогда не получала. И вишенка на торте нашей вечерней программы – шоу фейерверков. По-моему, это было просто великолепно. Ой, мне нравится здесь. Знаешь, Настенька, у меня здесь тоже есть свой фейерверк. Фейерверк огней вечернего Будапешта. Я не знаю, слышно вам или нет. Музыку не слышите? Вот там бар,
на набережной, вот под мостом собираются люди, там какая-то тусовочка, вон диджея вижу. Это очень популярные такие бары. Для тех, наверное, кто не попал на Изигит, вот как раз тусуют здесь. Я на Изигит не попал, я тусую здесь. Вечером в Будапеште начинают свою работу десятки различных баров и дискотек, куда можно бесплатно зайти, послушать диджеев, потанцевать и пропустить стаканчик другой. Знакомьтесь, это нескончаемый напиток. Я буду его пить очень долго, потому что я второй не закажу, у меня нет лишних 5 баксов. Я буду ждать постепенно, когда будет таять лед. Вот лед будет таять, и напиток будет прибавляться. Такая схема, она рабочая. Самое крутое вечернее развлечение на Сигите – это концерт на главной сцене фестиваля. Ширина сцены – 58 метров, высота – 18, а вес – 300 тонн. Именно здесь выступают самые известные супер-пупер звезды. И именно ради их концерта на Сигит приезжает большинство туристов. Ситуации даже не понимаешь, что лучше, стоять в випе и наблюдать все со стороны, когда нет толкучки, или все-таки ворваться туда, в самое мясо, но полностью прочувствовать атмосферу. По-моему, и там хорошо, друзья. Выбирать вам в любом случае. Не все туристы любят шумные тусовки и громкую музыку. В Будапеште есть уйма мест, где можно спокойно провести вечер. И это заведение тому доказательство. Все смотрят на мост. Чем бы еще заняться, когда играет музыка, играет диджей? Сидеть и смотреть на мост. Это лучшее занятие. Мне кажется, вот здесь собраны антитусовщики. Я буду здесь оставаться до утра. Потому что, как бы, я вспомнил, что ночевать мне негде. Ребята, вот и окунемся опять во всю эту атмосферку решковскую. Так что я буду здесь в компании этих безудержных клаберов, которые тусуются, не покладая своих ног, танцуют и танцуют. И-а! Отлично оттянулась. Пора и поспать. Но есть проблема. Слушайте, друзья, ну это просто невозможно. Я даже не понимаю, какой круг я намотала в поисках своего VIP, своей VIP-палатки. И я не могу ее найти. 1000 палаток, и все не мои. Если честно, у меня настолько нет сил, что мне кажется, я либо сейчас к кому-нибудь ворвусь, вот в одну из тех палаток, либо упаду прямо здесь на какую-нибудь скамейку, либо пойду ночевать вот к этим пацанам. По-моему, я сейчас просто наплюю на все принципы, на все VIP-золотые условия и рухну в этом гамаке, потому что это самое идеальное и самое прекрасное, самое уютное, теплое, невероятное, манящее гнездышко, которое я видела за последнее время. Господи, это VIP-лакшери условия. Саня, качни, пожалуйста, чтобы меня вот как колыбельная, понимаешь, да? Вот. Ой, Саня, никуда не пойду больше.
Буду с вами откровенным. Мне сейчас не радостно, у меня не прекрасное настроение. Я сейчас такая какашка, вот бу-бу-бу-бу-бу-бу. Потому что я не спал нормально. Для меня самое главное – это хорошо поспать. И вот тот случай, когда день будет не очень. Мне хочется в душ, я хочу минимум почистить зубы и поесть. Или хотя бы выпить кофе. Вот кофе, и тогда настроение будет чуть получше. Как я по тебе скучал, Орел и Решка. Настюш, а ты как там? Нормально спала? Друзья, гамак это, конечно, хорошо, но после того, как меня за последний час разбудило 3 человека с просьбой, могут ли они прилечь рядом, я, пожалуй, попробую отыскать свою палатку. И вот как сейчас? Это слишком розовое. Это красные сердечки у меня, по-моему, были синие, или наоборот, это синие у меня были красные. Нет, это красные. А вот это синие, но у меня тоже были красные, определенно. Так, у меня соседей не было. Не моя история. Синие сердца или красные, красные, синие, по-моему, это моя. Sorry, guys. Там это... Не моя палатка, короче, ребята. Так, это тоже не моя. О! Вот это моя кроватка. Приехать в Венгрию и не побывать на очень уникальном озере, мне кажется, это непростительная ошибка. Поэтому прямо сейчас я иду между воды и хочу сказать вам следующее. Я отправляюсь на радиоактивное озеро Хевис. Вы со мной? Конечно, со мной. Воды озера Хевис берут свое начало в недрах Земли, на месте потухшего вулкана. В их составе есть природный элемент радон, который делает озеро радиоактивным. Но чего не сделаешь ради любимого шоу. Вода, конечно, очень теплая. Вот прям парное молоко. Я все думал, такая жара на улице. Сейчас как нырну, холодненькая, водичка, озеро все-таки. Нет, теплющая, но прозрачная. Видите мои ноги? Красивые, стройные, волосатые ноги. Это не фотошоп. Оказывается, этого самого радона в воде чертовски мало, поэтому озеро считается слабо радиоактивным и даже полезным. Сюда приезжают лечить дерматит, поджелудочную, остеохондроз и нервишки. Но и это еще не все. Местно даже утверждают, что это озеро очень молодит. То есть, по сути, ты можешь зайти в озеро взрослым мужчиной, а выйти из него совершенно молодым юнцом. Воу! Слышь, малыш, рюкзак положь. А как ты плавки с меня снял? А ну стой! Эй! Да, после вчерашних приключений совсем не осталось сил. А ведь мне еще себя в порядок приводить. Радует, что с сухим шампунем Nivea 3 в одном это будет быстро. По-моему, отлично. Свежие волосы и никаких следов. Конечно, на фестивале Сигет есть и бассейн, и душевые. Но туристу с безлимитной карточкой не пристало мыться с остальными. Поэтому я себе заказала кое-что индивидуальное и уникальное. Ну, наконец-то! Ну что, друзья, спинка-то сама себя не попарит. Слушайте. Ну, выглядит просто топчик. Я вам даже скажу, со стороны выглядит менее топчик, а внутри прям супер топчик. Это сауна, как вы поняли, мини-баня.
И прелесть ее в том, что ты можешь заказать ее куда угодно. Конечно же, если у тебя есть немножечко больше финансов, чем, например, у Андрея Беднякова. Стоит такая парилка на колесах 300 евро в час. Ой, водичка, горячая. Ой, аж голова закружилась. Просто, друзья, не передать, как пахнет. Пришло время хорошенько попотеть и отмыться от фестивальной пылилки. А ты еще сидишь потный и довольный. Давай я тебя тоже попарю. Давай. Нравится? Нравится? Операторишка сидит, он смотрит, смеется надо мной. Давай, спинку давай. Так, подожди, все. У меня еще сиська не выскочила. Саня, шок-контент, 18+. Токсины ушли. Ты что делаешь-то, а? Ты посмотри, какой любопытный будапештец. Совсем обалдел. Подглядывает. Пару пересадок на автобусе, и я еще в одном интересном месте. Довольные такие уезжают на велосипедах, наверное, сало поели. Просто венгерцы утверждают, что у них самое вкусное сало. Вот сало мангалицы. Сейчас проверим. Вот они еще сало моего дядьки не пробовали. Ну, не то, что на боках у него, а то, что он солит. Вот то обалденное. Ну, ничего, сейчас. Мангалица – это специально выведенная в Венгрии порода пушистых домашних свиней. Они любят просторные вольеры и питаются не комбикормами, а травой, желудями, корнями и даже лягушками с ящерицами. Для этого их каждый день выпасают на лугах и в лесу. Говорят, именно поэтому их сало имеет уникальный кремовый вкус. Thank you. Ну вот, пожалуйста, сразу же первое отличие. Я-то себе уже в своей голове дурной, местами дурной, там нарисовал картину, что мне принесут сейчас сало, знаете, вот так нарезано кусочками, как мы привыкли видеть, с прорезью, с лучок, все так горчичкой. Нет, не так. Ну, лучок есть, а сало выглядит, видите... Оказалось, сало мангалиц тут принято есть перекрученным через мясорубку, намазывая на хлеб. Такая желешечка, ох, она вся двигается. Кремовое сало. Ух, ай, прекрасно, ай, отлично. Пробуем. Запах обалденный. Ну, вкусно. Правда, вкусно, но очень жидкое. В сале венгерской мангалицы холестерина меньше на 40%, чем у остальных пород свиней. Кроме того, сало мангалицы считается даже полезным. Если подытожить, то это очень хорошая, качественная, вкусная, волосатая свинина. Но, если мое мнение, как по мне, да, лично, субъективное, мне сало лысой, как я, свинины вкуснее, ближе, вот белое, наше, родное, с горчичкой, с лучком. И-ха! Но если вы хотите покушать более здоровое сало, сало без холестерина, то вам сюда. В фестивале тусила, можно и Будапешту немного времени уделить. Местные очень гордятся музеем марципанов. И я думаю, что будет очень глупо не пойти и не посмотреть на этот предмет гордости. Марципан – это десерт из молотого миндаля и сахарной пудры. Эта сладкая жижа получается такой густой и пластичной, что из нее можно лепить какие хочешь фигурки. Венгры заявляют, что эту сладость придумали именно они. Поэтому марципану и посвятили целый музей. Все, что вы здесь видите, сделано из марципана. Это ж сколько чая надо заварить. Знаковые для истории Венгрии личности.
главная достопримечательность Будапешта – сладкий парламент. И даже фигуры известных людей в полный рост тоже из марципана. Вот британская принцесса. А здесь Майкл Джексон. Но главная особенность музея в том, что на сладкие шедевры можно не только взглянуть, а и заказать себе нечто подобное. Hello, my name is Anastasia. Nice to meet you. I need present for my poor friend. Is it possible? This is my friend. Okay. Yeah, good. Perfect. Ну что, Андрюша, жди презент. Кстати, этот кофе похож на тот, что я пила в бизнес-лаунжах аэропортов Европы. Только с премиальной картой от MasterCard это было бесплатно. Под конец своего венгерского уикенда я добрался до города Топольца, чтобы снова опуститься под землю. Ох, хорошо, тут так прохладненько. Фух. Именно здесь, на глубине 15 метров, находится уникальное подземное озеро. Do you have crocodiles in the river? No. No crocodiles. No sharks. No Chinese tourists. Well, I'm not sure about You're okay. definitely no crocodile. Okay. Образовалось это озеро с лабиринтами пещер еще 14 миллионов лет назад. И путешествие по его чистейшим водам заставляет почувствовать себя героем какого-то приключенческого фильма. Был бы я сейчас лет на 20 моложе, то я бы здесь пищал вообще. Ну, как пиратские фильмы. Пираты Карибского моря, пещеры, лодка, весло. А сейчас я уже такой пират, что мне просто надо бутылка рома. И йо-хо-хо-хо-хо. Водичка, конечно, очень классная, прозрачная. Причем температура воды все время одинаковая, вне зависимости от того, лето или зима. Стабильная температура воды, стопроцентная влажность, отсутствие пыли и аллергенов делают микроклимат этих пещер целебным. Поэтому такая прогулка по озеру не только увлекательная, но и оздоровительная. Она помогает лечению астмы, аллергий и других заболеваний органов дыхания. Правда, есть в этом путешествии и минусы. Не одевайте сюда тепло, потому что тут влажный воздух. Не берите с собой очень высоких людей, потому что они могут удариться головой. И очень толстых, которые сидят сзади, не гребут ничего. О, тут вообще узко. А еще, мне кажется, в эту пещеру пускают слишком много туристов. У нас такая легкая пробка образовалась. Тяжело проплывать, и наверняка девушка за рулем, точнее за веслом. Ребята, вам в ту сторону. И такое вот не сильно приятное ощущение, потому что очень узко, и как-то на тебя все это давит. Хочешь ты этого или не хочешь. Кстати, если у вас клаустрофобия, тоже сюда не приходите. Реально жестко застряли. Причем, ну как не понять, нужно просто оттолкнуться руками. Ребята, Just push my hands. Yes, 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 yes. And straight. And that's it. Я спас им жизнь. Я спаситель. Как бы нам теперь кто помог? Ребятушки! Эй! Was amazing. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Друзья, если вы найдете этот клад, то, конечно, ваше право, как тратить эти $100, но тонкий намек – их хватит на билет на фестиваль. Поэтому имейте в виду, ищите и покупайте билетик на следующий год. Эмоции вам будут обеспечены. Оп. Удачи! Фестивальный $100 подгончик от Настюшки Ивлеевой в Будапеште ищите в парке, который находится между улиц Арпад-Фейделема
Илайас. В самых больших кустах у дороги есть старый бювет. Внизу под плитой вас и будет ждать клад от орла и решки. Будапешт – идеальный город для уикенда. Всего за 2 дня здесь можно и наесться до отвала. Хорошо. Сейчас просто вот так вот. И потусить до упаду. Такой спектр эмоций за такое короткое время я никогда не получала. И выйти после всего этого сухим из воды. Токсины ушли. Вот прям парное молоко. Can I sleep with you, No. please? У-ля-ля. Мне нравится здесь. Was amazing. Там это... А как ты плавки с меня снял? А ну стой! Ты посмотри, какой любопытный будапештец. Представил, можем идти дальше. Там прекрасно. По-моему, это было просто великолепно. Как я по тебе скучал, Орел и Решка. Вечером, конечно, очень красиво, да? Подсвечивается все. Андрюша! Прям Андрюшенька, я редко кому когда делаю подарки в жизни, ну практически никому. Первое, это то, что ты стал моим соведущим, я позволила. А второе, вот тебе фигурка сладкая из марципанчика. 1 в 1, лицо в лицо. А кто это, прости, что за урод? Кого ослепили вы? С твоего лица, с твоей фотографии. Я же Боже! говорю, 1 в 1. Это я! Да, Хотел это бы уже- посмотреть на человека, который лепил. Мне много есть чему что сказать. Друзья, я скажу так. В Будапешт, а тем более на фестиваль Сигет, нужно приезжать в любом случае. Неважно, золотая у вас карта или $100, потому что каждый найдет интересы по своим... Нет, удовольствие по своим интересам. Зараза. Так что врывайтесь, путешествуйте и не откладывайте этот момент. Вот. Понравилось тебе, да, там? Очень. Ну, а мы увидимся в следующем городе. Вот это тоже Стоп, забираем. стоп, стоп! Ты Что? мне подарок? Я тоже. И деньги, я мог бы их потратить на себя. Ну-ка, подожди, я можно я Не открою? сильно тяжелая, но за свои купил. Я могу открыть? Я уронил. Реально неудобно получилось. Ну, правда, так получилось. Ну, я уронил, Настя. Настя, ну я уронил. Настя, его не трогай! Его! Посмотри ему в глаза, его не трогай. Меня бей, его не надо. А? Вот так я лучше выгляжу, кстати. Реально намного, смотри, вообще класс. А кто это у меня в руках? А, так у меня в руках ты, Настя. Вот ты тоже. Смотри, красивая.